Салям алейкум всем подряд. Сегодня у нас первое погружение в саудовскую историю. Очень глубокую историю. Начнем с самых древностей. По мере возможности, конечно. Сегодня мы поедем в место, которое находится примерно 140 километров от Рияда по направлению к Джедде. Это место известно среди экспатов, очень широко известно среди экспатов, называется Граффити-Рок. Среди местных оно не очень известно. Поэтому вы будете, так сказать, одни из тех, кто видели больше, чем местные люди. Итак, поехали. Мы выезжаем из Рияда по Мекка-Роуд, и это один из блокпостов, которые стоят на главных дорогах в и из Рияда. Такое фундаментальное сооружение, какая-то архитектура. Едем мы далее по Мекка-Роуд. Вот эти деревья, которые вдоль обочин якобы высажены, на самом деле обычно высаживаются вокруг ферм. Чаще всего те, где финиковые пальмы выращиваются. А вот и цель нашего путешествия. Этот граффити-рок огороженный. И вокруг такая панорамка. Типичная пустыня. Холм вдалеке, такой белый шахтер, это будут бедуины, такая типично саудовская пустыня, я бы сказал. А вот и верблюды подтянулись, корабли пустыни. Теперь изучим этот граффити-рок поподробнее. Видно, что он старый, отдельно стоящий, древний, эрозия, видите, разрушился в значительной мере. Но то место, где все это нарисовано, где эти, петроглифы, это место сохранилось. Сейчас мы его посмотрим. Вот оно. Это место, где основная масса петроглифов. На самом деле тут несколько таких стен, на которых они нарисованы, несколько тысяч этих петроглифов. Как говорится, проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, как пел Владимир Семенович. И здесь тоже не обошлось без наших. Человек, ребрышки, ribs, man, dancing man, something like that. Some animals, and this is a very interesting animal, which is not actually found here in Saudi Arabia. So that's why I don't know how it appeared here. So quite interesting. Как страус. Ostrich. Ostrich, yeah, exactly, ostrich. So very interesting. Это панель с наиболее многочисленными такими детальными петроглифами вблизи. Можете посмотреть. Довольно интересно, конечно, это все видеть. Если ученые-историки посчитали правильно, то датируется верхняя граница, датируется неолитом, поздним неолитом, это примерно 2-3 тысячи лет тому назад для Среднего Востока. Кстати, это место одно из немногих в Саудовской Аравии, где имеются изображения, наскальные изображения водяного быка, что говорит о том, что несколько тысяч лет назад климат здесь был помягче, чем сейчас. Вы можете здесь видеть целую толпу животных, включая там страусов, которые, в общем-то, здесь обитали в Саудовской Аравии
Сравнительно недавно, надо сказать. Исчезли уже в историческое время. Еще одна достопримечательность Кариат Аль-Азба, вот этого вот места, в том, что здесь очень разнообразная тематика этих наскальных рисунков. И не только там животные, люди, но и вот вы видите здесь отпечатки ладоней. Это все доисторическое, да. Это место примечательно еще и тем, что здесь имеются рисунки из разных эпох. То есть на одной стороне вот мы видели это неолит, а вот на другой стороне это уже более свежие, хоть и преисламская или доисламская эпоха, но уже как бы историческая, когда уже торговля была и так далее и тому подобное. И обратите внимание, что стиль этих рисунков совершенно отличен от тех, что мы видели прежде. Совершенно самостоятельно. Ну вот наше исследование заканчивается сегодня. Вот пришли провожающие, уже как бы намекают нам, что пора в обратный путь. И сейчас мы уже будем отъезжать. Ну вот мы возвращаемся в Рияд и как раз проезжаем мимо одного места, где очень любят проводить уикенд местные жители. Это Красные Дюны, так называемые. Сюда они приезжают на внедорожниках кататься. Ну вот, приближаемся к уже знакомому нам блокпосту на въезде в Рияд. Так что наше путешествие сегодняшнее закончилось. Спасибо за внимание. Заходите к нам на канал еще. Будет очень много всего интересного. Пока-пока.